Андрей был знатным охотником. За свою жизнь он добыл много дичи. Но браконьером Андрей не был. Он всегда соблюдал правила охоты, соблюдал сезоны и лишнего не брал. Но в конечном счете от вечно пропадающего в лесу мужа жена все-таки ушла. Андрей ее не винил. Оставил ей и сыну квартиру, все сбережения, а сам уехал в деревню. Когда сын подрос, Андрей стал брать его с собой в лес. Благо, бывшая жена была не против, чтобы они общались. Макс все лето проводил у отца в охотничьем домике. Мечтал сходить на охоту зимой, но не получалось. Мать не хотела, чтобы сын отрывался от коллектива, и в зимние каникулы к отцу не отпускала. Андрей не настаивал. Мужчину радовало, что сын тянулся к нему. Как-то раз Андрей пошел по делам в соседнюю деревню. Она находилась через реку. По дороге через мост идти было далеко, а если пройти напрямую через реку, то можно довольно хорошо сократить время в пути. Местные всегда зимой напрямую по льду ходили, а летом переплывали на лодке. Вот и Андрей решил сократить путь, как все делают. Лед вроде крепкий, тонкая дорожка через реку указывала на то, что люди уже не раз ходили этим путем. Андрей пошел, стараясь наступать там, где уже были следы. Лед, видимо, окончательно замерз только недавно, потому что от тяжелых шагов мужчины он немного пружинил. Андрей старался смотреть под ноги, но краем глаза заметил, что неподалеку образовалась прорубь, а в ней что-то лежит и не шевелится. Не обращая внимания на осторожность, Андрей побежал прямо к проруби. Каково же было его удивление, когда, подбегая, он увидел волка. Животное наполовину было в воде, лишь передними лапами держалось за край. Было видно, что волк выбился из сил и смирился со своей участью. Андрей, недолго думая, достал нож и стал разбивать лед, образовавшийся вокруг животного. Льдинки уже хорошо сковывали животное и примерзли к его шерсти. Казалось, что волк вообще умер. Он не шевелился и не подавал никаких признаков жизни, даже когда мужчина вытащил его на поверхность. Но Андрею все-таки удалось нащупать пульс у животного, и, взвалив огромного мокрого зверя себе на плечи, он, забыв о своих делах, помчался домой. Несмотря на худобу, волк весил 70 килограмм, а может и больше. Мужчина чувствовал, как его силы утекают, но медлить было нельзя. Впервые Андрей пожалел, что не поселился на краю деревни, до которой было еще 3 километра. И вот, наконец, добравшись, мужчина уложил волка прямо перед печкой. Подкинув дров и накрыв зверя старым тулупом, Андрей переоделся, чтобы самому не заболеть. Нужно было как-то реанимировать волка. И тут мужчина вспомнил, как они с дедом лечили собаку. Надо было восстановить кровообращение. Он смочил в горячей воде тряпки и обернул лапы волка. К сожалению, грелки у него не было, и приходилось довольно часто менять полотенце. Наконец, лапы волка стали теплыми. Андрей не был любителем горячительных напитков, но водка была на всякий случай в лекарственных целях. Он достал графин, смешал содержимое с черным перцем и солью и, открыв волку пасть, влил несколько столовых ложек. Через какое-то время мышцы животного расслабились, и он обмяк. Вскоре Андрей заметил, как от глубокого дыхания равномерно вздымался бок животного. Андрей тоже решил поспать, но потом представил, что будет, когда у него дома очнется пьяный волк. Оставив идею со сном, Андрей заварил себе крепкий кофе и включил телевизор. Но, видимо, приглушенное бормотание телевизора и пробежка с нагрузкой по зимнему лесу взяли свое. Андрей задремал. Проснулся мужчина от грохота. Волк согрелся, очнулся, попытался встать и уронил стоящий рядом стул. Животное таращилось на своего спасителя, лежа на полу. Волк показал зубы, но не зарычал. Андрей понял, что зверь не может встать. Скорее всего, отказали задние лапы. Видимо, слишком долго он пролежал в воде. Андрей довольно скоро вошел в доверие к животному, и волк принимал еду и воду, которую приносил мужчина. У Андрея было 3 охотничьих собаки, которых он содержал в вольерах. Почувствовав запах дикого зверя, они сходили с ума и непрерывно лаяли. Поэтому переселять волка в сарай было нельзя. На каникулы приехал сын. На удивление, волк сразу подпустил парня к себе, позволил гладить себя по морде и ушам. Макс стал делать волку массаж и заставлял поворачиваться. Он видел такое в какой-то передаче. 10 дней он играл с волком, словно с собакой. Когда сын уехал,
Андрей продолжал делать то, что показывал ему мальчик, и на удивление вскоре волк начал вставать и ходить на шатающихся лапах. Летом Макс вернулся, привез много каких-то витаминов и уколов, которые они делали волку. За лето волк отъелся и уже бегал по двору. Собак Андрей пристроил на время к товарищу в деревне. В августе волк ушел в лес. Просто перепрыгнул через забор и исчез. Макс долго переживал, но отец его успокоил, сказав, что волк — дикий хищник, и его дом — лес. На осенних каникулах Макс сообщил, что мама нашла себе нового ухажёра и согласилась отпустить его к отцу на зимние каникулы, потому что они планируют куда-то лететь отдыхать. Сразу после Нового года Макс приехал. Они чудесно проводили время, много ходили по лесу, дыша свежим воздухом. Однажды Андрей послал сына в ту самую деревню через реку, в которую он тогда и не дошел, когда вытащил волка. Максу на тот момент было уже 14, и он вполне мог ходить по поручению отца. Вот только идти напрямик отец ему запретил. В тот год было много оттепелей, и Андрей не был уверен в крепости льда. Туда мальчик шел через мост, но вот обратно поленился и все-таки решил проявить самостоятельность и пошел напрямик. Лед треснул, и Макс провалился. От ледяной воды у него перехватило дыхание. Одежда сразу намокла и стала тянуть ко дну. С каждой попыткой опереться на край льдины и вылезти, Макс просто откалывал новый кусок и снова оказывался в воде. Казалось, что шансов выжить уже нет, но в этот момент появился волк. Подползая на животе, он приблизился к мальчику. Это был тот самый волк, которого спас его отец. Зверь вытащил мальчика, ухватившись зубами за шиворот. Макс знал главное, чтобы не замерзнуть. Ему надо было бежать. Он бежал до самого дома, а волк сопровождал его до самого порога. Андрей только покачал головой, встретив мокрого сына. Заметив волка, мужчина с благодарностью кивнул зверю. Долг был уплачен. Больше они никогда не виделись. Дорогие зрители, а верите ли вы, что животные тоже помнят добро? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.